Я всех приветствую. В сегодняшнем видео рассмотрим проект видеоплеера. Долгожданный проект видеоплеера, о котором делал анонс. Ну, начнем с чего? Начнем, наверное, с самого начала. Это интерфейс плеера. В данном случае вы видите, ребят, что я могу изменять громкость звука от плеера. И вот такое красивое OSD изображение высвечивается, которое информирует о уровне громкости текущей. Вот такое OSD меню. Также я могу вызвать меню опций и переключить, например, изображение с режима цвета цветного на оттенки серого. Вот в данном случае вы видите. И обратно. Туда-сюда, обратно. Вот. Grayscale. То есть это у нас оттенки серого. И обратите внимание, внизу у нас есть надпись такая информационная, как Decoding Time. Время в миллисекундах. И она отображает, сколько же для декодирования текущего кадра тратится миллисекунд. Соответственно, в режиме монохромного изображения оттенков серого это время меньше значительно, чем в режиме изображения цветного. Но оно и понятно, здесь в режиме оттенков серого у нас только используется составляющая интенсивности цвета. Остальные в расчет не берутся. Это упрощает алгоритм и позволяет быстро декодировать изображение. Также в меню опций, вот в этом USD меню опций, ребят, доступно переключение на лету скорости ядра микроконтроллера. Вот я сейчас в данном случае номинал, максимальный номинал для применяемого микроконтроллера STM32F411CU6 84 МГц. И видите производительность какая при этом, уровень для черно-белого изображения. И переключаем в 120 МГц, видите, сразу скорость также увеличивается значительно, да? Ну, переключим в цветное изображение. Так, вот такие замечательные у нас OSD реализовано. Плеер управляется у нас энкодером. Я на энкодер на это повесил 6 событий. Что это за 6 событий? Это событие поворота по и против часовой стрелки ручки энкодера. Это 2 события. Следующее, третье событие. Это нажатие короткое, кратковременное, до 2 секунд. Менее, то есть 2 секунд времени удержания кнопки. Это будет считаться у нас кратковременным нажатием. Следующее событие. Это длительное удержание кнопки. 2 и более секунд. Мы удерживаем эту кнопку энкодера, и она интерпретирует нам событие как длительное удержание кнопки. Параметры удержания кнопки настраиваются. Можно будет настроить его перед сборкой видеоплеера. Все это элементарно настраивается. Далее, еще 2 события, 5 и 6. Это какие за события? Это такие события, как нажатие и поворот, удерживая это нажатие по и против часовой стрелки, дают нам следующие 2 события. Итого 6 событий у нас на энкодере. Мне многоуважаемые комментаторы писали, по-моему, несколько раз, что на одну кнопку повесить можно несколько событий. Да, ребята, можно. Вот в данном проекте это все реализовано. То есть одним энкодером, видите, сколько у нас сразу событий. Можно там еще, наверное, что-то придумать. Тройное, например, там двойное быстрое нажатие, двойной клик. Все это на ваше усмотрение для применяемой, скажем так, для применяемого проекта. В зависимости от задач, которые стоят перед нами. Все это можно легко реализовать, так как в голову взбредет. Главное, чтобы это было удобно конечному потребителю. Давайте я нажму длительное нажатие. Мы вышли в файловый менеджер. Об этом файловом менеджере есть видео у меня на канале, там я о нем рассказываю. Здесь только применена цветовая схема своя, применительно для этого проекта, как я ее увидел, например. Вот. Звук в данном видео, ребят, у нас выводится непосредственно с аудио ЦАПа, применяемого 575102. Заводится с него сигнал на микшер, Behringer у меня. И на этот же микшер заводится сигнал с микрофонов, который я сейчас это все говорю. И смикшированный поток подается на вход звуковой карты компьютера. И оттуда уже все это через USB Studio записывается.
То есть звук сегодняшний фоновый, который вы слышите из видео, это непосредственно звук самой этой игрушки, ребят. Звук достаточно качественный. Если вдруг услышите щелчки какие-нибудь или шумы, это, ребята, не проблема аудиоцапа, а проблема, скорее всего, у меня там провода что-то микрофонные. Бывает иной раз какие-то трески, щелчки, шумы. То есть сам аудиоцап, если его просто подключать, то он достаточно качественно играет для своих денег. Он свои деньги, ребята, купает, обрабатывает, отрабатывает на все 200%. То есть довольно-таки качественный звук. Для такой вот простой самоделки удивительно прекрасный звук, я бы даже сказал. Сортировки, ребят, никакой нету файлов и папок. То есть они здесь показываются в том порядке, в котором записаны. То есть по дате добавления. То есть каждый добавляемый файл здесь будет у нас в конец сюда вот добавляться. Вот. Здесь можно было бы в этом проекте подключить одновременно MP3-плеер, поскольку сам AV-плеер использует декодер JPEG. И также можно было подключить просмотр JPEG-изображений. Ну, кому это захочется, кто это захочет сделать, вы это можете сделать. Может быть, я в дальнейшем сделаю. Если вы захотите продолжение, напишите в комментариях. Я дополнение выпущу, так сказать, к этому проекту, где будет уже возможность просмотра файлов JPEG, вот, и прослушивания MP3, то есть дополнительно. Если есть такое у вас желание, пишите в комментариях, реализую, конечно. Просто в данном случае это узконаправленный у нас AV-плеер. Ну, естественно, возможности, которые предоставлены этим AV-плеером, можно использовать более шире для просмотра, повторюсь, JPEG-картинок и прослушивания MP3 файлов. В принципе, ребята, этот AV-плеер можно было бы дополнить двумя декодерами, Wave и AS, и уже звук был бы здесь у нас дополнительно еще 2 декодера. То есть 3 декодера поддерживались. Память позволяет реализовать, возможности микроконтроллера позволяют реализовать эти декодеры, и поэтому, в принципе, это все можно сделать. Также, если это есть такая необходимость, напишите в комментарии, обсудим этот момент. Если есть у вас такое желание, чтобы эти декодеры присутствовали, и вы сами не можете это добавить, то я добавлю и, естественно, выложу дополнительно обновленный проект. Да, кстати, этот проект, как и все то, о чем я говорю в своих видео, будет доступен для скачивания по ссылке в описании. Это мой будет GitHub аккаунт. Там вы сможете скачать этот проект. Итак, общевводное, так сказать, сказал. Вот эти, ребят, 3 последних файла у нас: Elephant Dreams, Big Bug Bunny и Sintel. Это свободные мультики, которые можно распространять свободно. Авторское право на эти мультики у нас принадлежит некоммерческой организации Blender Foundation. Она выпускает эти мультики в целях пропаганды своих продуктов. Blender, я думаю, знаком многим у вас, кто смотрит это видео. Слышали наверняка хоть раз такое слово как Blender редактор, да? Вот это все реализовано, вот эти мультики, на бесплатном программном обеспечении. И напомню, они распространяются по лицензии Creative Commons, и при указании авторов вы можете свободно их использовать. И в данном случае я их использую для демонстрации возможностей своего вот этого видеоплеера. То есть одно дело написать программу, другое дело продемонстрировать его возможности, где взять видео, да, не показывать же там какие-то простые видео, снятые на смартфон, а вот именно мультик, например, с хорошим звуком, с хорошим качеством. Итак, давайте сейчас фоново запустим мультик еще в очередной раз, и я продемонстрирую возможности еще раз интерфейса, да. Вот мы одно короткое нажатие, у нас запускается мультик. Я думаю, мультик от вас всем знаком. Этот мультик можно было встретить на просторах интернета, на ютубе много роликов. Вот, прикольный мультик, да, но некоторые обвиняли создателей в излишней жестокости. Ну, здесь, да, есть такие сцены жестокие, убийства бабочки, например, справление нужды на плохого зверька.
Итак. Боюсь, звук будет меня забивать, поэтому, возможно, фоновый звук будет здесь тихий чрезмерно. Ну, я думаю, в принципе, данное видео, оно не о видео о мультфильмах, а видео о видеоплеере. Ничего страшного, если там фоновый звук особо слышен не будет сильно. Итак, изменение громкости, опять-таки, да, короткое нажатие, попадаем в очередное меню. Меню опций, изменяем цвет, изменяем частоту ядра на лету, все прекрасно отрабатывает. Вот такой плеер. Ну и пусть фоновое изображение у нас здесь остается со звуком, а мы с вами начнем изучать папки проекта. Итак, благодаря кого стоит отблагодарить за его библиотеки, так это небезызвестного товарища Чана. Используются здесь его библиотеки, такие как FATFS, во-первых. Для чтения SD-карт используется драйвер, который я там вносил изменения, и о нем есть видео. Вот, можете ознакомиться. Все там, и это видео есть на канале о подключении SD-карты, достаточно подробное. Так что, товарищ Чана, благодарим за библиотеку FATFS. Можно было бы, конечно, свой модуль для работы написать с FAT, но, ребят, это отнимет очень много времени. Времени больше отнимется на выявление всяких глюков. Если не тупо списывать готовое решение, а что-то делать свое. Изобретать свой велосипед, как я наговорю. Так, дальше, что у нас здесь еще? Товарищу Чана мы также благодарим за декодер, за декодера TGPEG декодер. Вот он, файл. Здесь я использую его разработку, но существенно ее оптимизирую за счет вставок ассемблерных inline, так называемый ассемблер, да, вот они, все вставочки здесь есть. Самая сложная процедура и по объему большая — это обратное дискретное косинусное преобразование здесь выполнил на ассемблере. Вот, самая такая процедурка, которая больше всего отняла времени. Но, тем не менее, все нормально-таки так работает. Дальше. Вы можете, и я в том числе, отключать мою оптимизацию. Вот специальную я здесь ввел опцию, которая, если станет нолик, то будет использовать дефолтные настройки и дефолтную программу самого товарища Чана. Также здесь я ввел формат Grayscale 16, вот здесь оттенки серого 16 бит, но всего оттенков, естественно, 32 у нас, потому что 5 бит всего цвета используется при работе с 16-битным цветом контроллера дисплея. И вот этот формат я ввел его, троечку, то есть здесь всего по дефолту было 2 настройки, я ввел вот третью, то бишь для большей производительности. Ну и так, для эффекта, скажем так. Вот, товарищ Чан, здесь почитайте в комментариях, значит, что я сделал, если интересно, кому-то там вдруг будет. Вот они все ассемблерные вставки, еще раз повторяюсь. В коде, ребята, я описал, здесь я существенно переписал, значит, код. В принципе, если переписать 2-3 функции здесь еще, то можно было бы декодер выпускать уже полностью под своим авторством. Вот. Ну, я думаю, может быть, когда-нибудь напишу свой декодер JPEG супер шустрый, скажем так, да, воспользовавшись этой разработкой в данном случае. Ну, цели перед собой такой не ставлю, хотя, ну, написать 3 функции, я не знаю, там за вечер можно. Так, что еще у нас тут? Звук, наверное, потише сделаю, все-таки фоновый. Боюсь, меня будет забивать он. Хотя мне там в комментариях написали, не мешаешь слушать звук. Но если, ребята, вы на мой канал заходите посмотреть мультики, то вы ошиблись каналом, я здесь не смотрю мультики. Мультики у меня здесь как средство представления возможностей каких-то там программных продуктов. Мультики я не интересуюсь мультиками, мультики не смотрю, вышел давно из этого возраста. Даже немецкие мультики не смотрю. Так... Что у нас здесь еще рассказать? Кому сказать спасибо? Давайте скажем спасибо компании Real Networks. Именно ее декодер
Helix. MP3 декодер Helix я использую в данном видеоплеере. Вот оно, есть Real Networks. Она давным-давно выпустила в открытом доступе сорцы, которые доступны нам с вами. Даже их документировала. Здесь, кто захочет разобраться, как работает MP3 декодер, разберется. Обалденные, молодцы ребята. Большой, вот я таким компаниям большую благодарность высказываю. Молодцы. Все доступно. Можно даже сделать апдейт, но я тут апдейт никакой не делаю особо. Может быть, я что-то тут и сделал. А, да, я тут делал быстрый блок копирования, вот подключил на ассемблере. Но особо там прирост не важен в данном случае. Он и так довольно шустрый декодер, но тем не менее. Так, MP3 декодер, я говорил о громкости, да? Громкость у нас, вот я когда кручу движок, вот, громкость у нас изменяется 16 диапазонов ее всего, 16 уровней, так называемых. Вот ее реализация этих уровней. Сейчас я открою ассемблерный файл декодера. Вот эти 6 строчек, ребята, управляют громкостью. То есть масштабируют у нас данные выборки перед тем, как их отправить в аудиоцап. Так, рассмотрели 3 сторонних модуля. Остальные, ребят, модули, все, которые используются в данном проекте, все мои, все были мной написаны. То есть где-то там я изобретал велосипеды, вот дисплейный драйвер, о нем там видео есть у меня на канале. И существенно я его тут апдейтнул. Хотя значительный прирост производительности это не дает в данном случае, потому что большие затраты процессорного времени идут все-таки на декодирование изображения, не на его вывод. Поэтому здесь у нас, можно сказать, простаивает SPI наш дисплей моментами некоторыми. То есть мы не упираемся в производительность передачи данных на дисплей, а упираемся в производительность декодирования изображений. Но тем не менее. Итак, вот он ассемблерный файл. Здесь я реализовал, вот написано, какие функции он в себя включает, важно особо. Производительность по некоторым функциям существенно лучше, чем аналогичная производительность функций, написанных на C. То есть здесь я немного поборол оптимизатор. Писать программы на ассемблере можно более гибко, нежели программа на C. Здесь мы можем, во-первых, полностью используем все ресурсы, можем хитрые писать алгоритмы, где будем все-таки перехитрять оптимизатор иногда. Хоть оптимизаторы в настоящее время, ребята, слишком умные, и я не могу это не признать, но тем не менее, вот данный пример показывает, что можно все-таки даже превышать производительность в том случае, если оптимизация используется у нас fast. То есть все равно можно еще более быстрые программы написать, используя ассемблер. Запустим Синтел, пусть будет мультик. Мультик о дракончике. История такая 15-минутная. Здесь девушка по имени Синтел подружилась с драконом. Потом этого дракона похитил другой дракон. И она пошла, эта девушка, на поиски этого дракона. И потом оказалось так, что она убила уже повзрослевшего этого дракончика, ставшего большим драконом. Она убила его, не зная о том, что это он. Вот. И вот такая печальная история. Довольно-таки занимательный мультик, хорошо нарисованный, демонстрирует возможности продуктов Blender Foundation. Итак, блоки эти рассмотрели, ребят, с вами. Давайте, наверное, посмотрим еще. Что посмотрим? А давайте, наверное... да, модуль Keyboard. Давайте, наверное, по порядочку все-таки, чтобы ничего не пропустить. Вот он, Keyboard модуль. Он у нас используется для опроса кнопок, которые бы существовали. Но в данном случае я, вот видите, ввел здесь макроопределение No Standard Use, то есть нестандартное использование, которое отключает некоторые возможности, оставляя те, которые нам нужны.
То бишь, чтобы мы эмулировали для этого модуля вращением там энкодера, событиями энкодера, эмулировали для этого модуля как бы нажатие клавиш. Сейчас я рассмотрю модуль следующий, энкодер. Вот он, драйвер энкодера. Здесь, ребят, комментарии все есть, поэтому можно почитать, останавливаться не буду подробно. Все события вот здесь, которые он у нас формирует, они есть. Ни одно событие, повторюсь, не останется незамеченным. Приоритет у энкодера здесь выше, чем приоритет у остальных функций проигрывателя видеофайлов. В общем, здесь разберетесь, кому интересно, как все работает. Далее идем с вами в файл, который у нас обрабатывает прерывание, то есть обработчиками прерываний файл. И вот здесь, ребят, вот эта функция, вот, которую я написал, она эмулирует у нас нажатие так называемых кнопок, как будто они существуют. Из этих событий, вот из ивентов, эмулируется нажатие клавиш. И уже потом мы с функцией модуля CabeInCase считываем эти кнопки. То бишь нам не надо перелопачивать весь код, а достаточно всего лишь вот такую программную связку написать. И у нас все это будет работать так, как будто бы существует у нас кнопочная какая-то там клавиатура из 6 кнопок. Вот они, обработчики энкодера. Здесь сейчас я покажу их. Вот они есть, вот здесь вот. Вот он вызывается, энкодер. Вот на событие, значит, вот здесь вот. Есть прерывание внешнее. Прерывание, ребят, у нас энкодера настраивается сразу двух видов на каждом выходе. И на кнопки в том числе, то бишь по восходящему и нисходящему фронту. Так устроен алгоритм. Никаких таймеров не используется дополнительно, кроме системного таймера C-Stick. Вот. Он у нас используется, вот он, для подсчета системного так называемого времени, которое я называю здесь системным временем. И по нему фильтруется, в том числе по этому системному времени, и дребезг, и определяется событие либо кратковременного нажатия по времени, значит, соответственно, либо длительного удержания. Если превышается время удержания кнопки 2 и более секунд, уже формируется событие, соответственно, удержания кнопки. Итак, вот они все обработчики. Мы их вызываем. Вот он вызвался, обработчик, то есть есть прерывание, вызывается обработчик энкодера. Он возвращает нам событие. Это событие мы передаем вот этой, ребят, функции вверх сюда, о которой я сейчас говорил, которая уже эмулирует для модуля Keyboard значение. И это значение кнопки, ключа кнопки, записывается в массив заданной глубины. Этот массив у нас определяет, сколько событий мы можем удержать в памяти. То бишь, если наш медленный интерфейс программы не успевает обрабатывать все события, то создается очередь событий. И эта очередь событий у нас, соответственно, обрабатывается постепенно. Если буфер будет переполняться, то событий уже учитываться, естественно, не будет. Буфер у нас здесь задан, по-моему, 20 глубиной. Вот. Сейчас скажу. Да, 20, вот она, глубина, она задана. Вы можете ее переопределить, меньше, больше сделать, кому как захочется. Исходя из, скажем так, тех задач, которые стоят при написании программы. Так, здесь важное я рассказал, да, просто, чтобы не писать новых каких-то там программ, можно использовать старые разработки, гибко достаточно так их использовать, видите? Нам не пришлось, благодаря вот этой вот функции, переписывать программную часть обработки кнопок в файловом менеджере. Итак, переходим к файловому менеджеру. Ну, он, в принципе, останавливаться я на нем не буду. Он полностью тот самый файловый менеджер, о котором есть видео на канале. Кому интересно, посмотрите. Здесь ничего нового, в принципе, не будет. Да, если только, может быть, вывод иконок и изображений. Я здесь вот реализовал их непосредственно, значит, сам передаю, не используя функции дисплейного драйвера, чтобы быстро передать, не используя никаких массивов дополнительных. То есть, чтобы память нам не выделять
на значок и передача потом по DMA. Здесь все делается без DMA и достаточно быстро все обрабатывается. Здесь нет смысла использовать DMA при выводе значков изображения вот этих вот картинок, соответствующих расширениям файла. Так, что у нас еще здесь? Этот, давайте я его сразу закрою. Дисплей, я рассказал, что переписал, да, здесь функции на ассемблере. Какая еще интересная, ребят, здесь задача была решена при написании данного проекта. Поскольку я здесь использую ассемблер в чистом его виде, грубо говоря, то есть я пишу файл со значком ассемблера, расширение ассемблера, то есть этот файл будет восприниматься нашим компилятором непосредственно как программа на ассемблере при построении, при сборке проекта. И вот здесь вот эти функции, поскольку они вызываются из программы на языке C, они должны соответствовать соглашению об использовании ассемблера в программах, то бишь не с бухты-барахты вы написали эту функцию, а именно так, как вы должны учитывать это соглашение. Что подразумевает это соглашение? Ну, об этом я, наверное, все-таки расскажу более подробно в следующем видео, которое будет касаться ассемблера. Там я расскажу, что это за соглашение. Это соглашение о том, как стэк использовать, то есть там есть определенные моменты, как передаются переменные под программам на ассемблере, как возвращаются значит, результаты работы под программом. Все это указано в соглашении, ребята, армовском об использовании ассемблера. Все это есть материалы в сети, все это подробно там расписано. Здесь, ребят, да, сразу говорю, есть комментарии к программе. Не просто голая, значит, код, а и есть комментарий на ассемблере. Кто захочет ознакомиться, ознакомьтесь. Довольно-таки шустро все выполняется. Вообще, я люблю, ребят, ассемблер, честно говоря, знаком я с ним давным-давно. Уже, наверное, более скольких лет-то? До 20 с лишним лет я знаком с языком программирования, с таким как ассемблер. Для меня армовский ассемблер вот этот вот ничего сложного не представил. Я его освоил в свое время довольно-таки быстро. Естественно, освоение осуществляется путем практики. Без практики, если нет практики, то и результата, соответственно, нет. А чтобы была практика, надо этим увлекаться, надо этим заниматься. Вот, и, соответственно, будет и практика, будет и результат. Как в данном случае, все-таки результат, я думаю, есть, и вы это можете оценить лайком, комментарием в поддержку, значит, видео. Поэтому, я думаю, не зря старался. И видео может быть полезно широкому кругу зрителей. Итак, какую же, ребята, все-таки пришлось решить задачу в связи с использованием ассемблера? А дело в том, что я здесь использую в этих своих подпрограммах переменные, соответственно, переменные использую языка C, который в программе на языке C. В данном случае это структура обработчик, который определяет драйвера дисплея LCD. Handler. И вот для нее, чтобы нам обращаться к этим структурам, нужно знать смещение каждой переменной в этой структуре. А как узнать смещение? Ну, естественно, мы можем вызвать макрос C в программе на C, если мы находимся. Мы можем там соответствующий офсетов вызвать макрос. Здесь же в программе на ассемблере мы этот макрос вызвать, естественно, не можем. Ассемблер, он не знает, что есть такой макрос. Ему нужны чистые макроопределения, которые мы должны сформировать. Вот он, display offsets файл. Я сейчас его открою. Вот он файл, ребята, display. Сейчас я закрою, который не используется у нас. Вот. Вот он файл display offsets. Видите, он здесь английский язык у меня. Откуда этот файл взялся и чем он сформировался? Это файл со смещениями переменных в структуре LCD Handler. Его пришлось, ребят, сформировать. Формируется он, как вот здесь написано, автоматически. И формирует его мой макрос, не мой макрос, а make файл специальный, вот он, есть, до сборки проекта. Вот я его сейчас открою. Вообще, как вы видите, широкие задачи пришлось решать при написании, значит, этого видео проигрывателя.
Makefile специальный я здесь написал, скрипт так называемый, который формирует нам этот самый файл DisplayOffsets, делает транслирование программы вот этой вот DisplayOffsets на языке C. Вот она макрос, о котором я говорил, ребята, вот он offset-off C-шный. Он делает нам вот этого вот Makefile, трансляцию вот этого C-файла в программу на языке ассемблера. То есть транслирование — это у нас перевод, да? И эта программа на языке ассемблера формируется путем вызова. Вот здесь сейчас покажу. Вот. Вызывается компилятор с опцией, с ключом S, который говорит нам, что файл необходимо транслировать с языка C на язык ассемблера. И вот он в релиз, если мы сейчас откроем, вот он получился файл DisplayOffsetS после запуска вот этой командной строчки. Открываем DisplayOffsetS, и что же мы здесь видим? А видим мы здесь, ребят, вот они вставки, которые формируются вот здесь. Вот они, в макросах. То есть, видите, вот оно, Assembler Volatile вызывается, вот эта строка записывается. И потом, ребят, мы через специальный скрипт set, программу set, так, set, да, вот она, set, преобразуем, используя регулярные выражения, прогоняя поток файловый через этот set, выбираем нужные нам по шаблону, вот этому вот регулярному выражению, выбирая нужные строчки. То есть, какие он строчки будет выбирать? А выбирать он будет, ребят, вот эти строчки, и преобразовывать их в формат макросов языка C. То есть, видите, какая занимательная процедурка. А чтобы все это работало, и работало правильно, Makefile вот это вот нам надо задать в настройках проекта, вызов этого Makefile. Сейчас я открою опции. Мы должны открыть эти опции. И вот здесь вот он у нас вызывается. Вот build steps, вот видите, да, вызов идет Makefile вот этого из папочки display. F — это значок файла, значит, F — обработать файл, и Makefile 1 из папочки display. То есть мы запускаем вот эту вот опцию перед непосредственно, не пост, а перед сборкой проекта. То бишь, если я сейчас вот этот файл отсюда снесу, вот этот DisplayOffset, я его снесу отсюда. То мы информацию никакую не потеряем и ошибок никаких не будет. Потому что при каждой сборке предварительно будет оттранслирован файл, о котором я говорил выше, вот этот DisplayOffset программа на оси, и из нее этот скрипт выберет соответствующее макроопределение, сформирует файл этот вот DisplayOffset специального формата заголовочных файлов языка C и с форматом макроопределений для языка C. Вот такая вот занимательная вещица. Итак, с дисплеем все, мы ознакомились. Так, с дисплеем мы ознакомились. И давайте следующую какую папочку рассмотрим. Так, ну что тут у нас осталось? Ну, MyString — это модуль для работы со строками. Мы его рассматривать особо так не будем. Вот эта вот интересная библиотечка MicroGL 2D. Я ее написал для чего? Для того, чтобы можно было делать легкие, простенькие интерфейсы. Вот в данном случае, сейчас опять я запущу, да, Elephant Dreams, например. Что это за интерфейсы? Ну, интерфейсы, вот они, да. Вот это вот, ребят, интерфейсик, да, легенький такой. Менюшечка, допустим, та же самая. Интерфейс — это программа при взаимодействии либо программ между собой, либо пользователь с программой. Соответственно, вот такой вот интерфейсик стал возможным благодаря вот этой вот простенькой библиотеке. Вот. Эта библиотека, ребят, позволяет рисовать примитивы графические. Здесь вот все написано, что какие примитивы рисует. И рисует эти примитивы с использованием цвета однотонного, либо градиентом может заливать, либо текстурой. У текстуры и градиента могут быть свойства, ключевые точки. Градиент может быть
линейным, радиальным. Наклон может иметь линейный градиент. Текстура может иметь прозрачность. Любой объект тоже может иметь прозрачность. Вот. Соответственно, здесь вот все есть. Комментарии, ребят, грешен, каюсь, не написал. Особо много здесь. Вот. Поэтому извиняйте, как есть. Но здесь ничего сложного. Здесь чистая математика. Больше здесь рендеринг построчный идет изображение. Добавление к существующему в буфере. Вот если мы сейчас откроем рендер буфер, да, нижний. В принципе, у кого есть понимание в программировании, тот поймет, как это все работает. Здесь все интуитивно понятно, ничего сложного нет. Вот рендер буферс. Вот он идет. Так, сейчас открою. Вот он, да, вот. Мы этой функции передаем буфер, в который хотим отрисовать какой-то элемент. Вот строку. Буфер со строку, допустим. Строка задана шириной координат x0, x1. И y передается этой линии соответствующей на сетке координат. И в буфер отрисовываем эту часть. В буфере перед вызовом вот этого объекта может, естественно, уже предыдущие какие-то изображения содержаться. И мы на них накладываем в соответствии со свойствами вот этого вот объекта, который передаем новое изображение. И вот так формируется вот это, ребят, самое вот OSD в данном случае. То есть, видите, прозрачность, мы через эту OSD, через фон OSD видим изображение, которое под этим меню находится. То бишь, все довольно-таки прикольно выглядит и занимательно в свое время, да? Так, дальше. Давайте дальше посмотрим. MicroGL останавливаться больше не буду на этом. Дисплей офис рассмотрели, Makefile рассмотрели. Боюсь что-то упустить. Ребята, если что-то упущу, если какие-то вопросы будут по этому проекту, то обязательно в комментариях пишите. Посмотрим, отвечу. Так, дальше, что мы тут увидим? MicroGL MyString. Ну, драйвер PCM рассматривать не будем. Он был рассмотрен уже в ранних видео. Драйвер аудиоцапа. Так, файловый менеджер, энкодер, дисплей. Ну и самое в заключении, так сказать, программной части. Вот сам файл вот AVI, да? Как воспроизводится. Естественно, ребят, чтобы воспроизводить AVI файлы, мы должны владеть информацией о маркерах AVI файла. Какие бывают маркеры, так называемые в файле. Во-первых, AVI файл у нас информация аудио и видео находится в так называемом RIF-контейнере. И здесь, перед тем, как начать воспроизведение AVI файла, естественно, мы должны проверить, тот ли это файл, а того ли он формата, а те ли аудиопотоки, те ли кодеки используются в этих аудио-видеопотоках, которые поддерживают наш плеер. Мы должны все это проверить. Мы смотрим, видеопоток у нас MJPEG, Motion JPEG, то есть кадр у нас JPEG закодирован или нет. Аудиопоток у нас MP3, действительно или не MP3. Вот здесь, ребята, все вот эти вот значения, откуда я их взял, ну, из интернета, естественно. И вот здесь я сюда к файлу приложил PDF-файл с форматом AVI. Он не полностью, наверное, здесь расписан, честно говоря, не помню. Из него я всего 2 значения брал. А вообще, при написании в свое время парсера использовал информацию с сайта Microsoft, то есть официальный источник. Далее, что здесь еще у нас? Ну, здесь инициализируются плееры. Плеер у нас здесь декодера. Поток у нас разбивается на 2. Один из них, аудиопоток, обрабатывается у нас непосредственно в прерывании, а другой непосредственно в коде без прерываний. В основной программе, вне прерывания. Здесь вот формируются данные для OSD-меню. Для аудио и видеопотоков у нас есть отдельные счетчики времени для того, чтобы нам синхронизировать аудио с видео, потому что смысла нет просматривать видео с несинхронизованным аудио, это просто невозможно.
Вы, я думаю, это прекрасно понимаете. Поэтому здесь была введена синхронизация аудио-видео потоков. Счетчики есть. Все это в комментарии написано. В самом файле главном проекта main написано вот здесь в комментарии, ребят, как синхронизация осуществляется. Останавливаться на этом не буду. Почитайте, кому интересно. Вот, здесь все довольно-таки подробно описано в комментариях, поэтому есть желание, разберетесь. Вот здесь, ребят, переключение частоты у нас идет. Вот этот блок отвечает за переключение частоты безглючно. Давайте теперь пару слов, пару минут, точнее, о подготовке файла к воспроизведению его данным плеером. Я здесь использовал в своем работе библиотеку FFmpeg для преобразования файлов. Популярную такую. Вот здесь я для вас написал памятку такую, как ею пользоваться. Расписал все ключи, которые используются, поэтому никаких сложностей, в принципе, у вас не должно возникнуть. Если кто-то не умеет пользоваться установкой, как установить, не знает библиотеку FFmpeg, то в интернете есть документация подробная, как прописать пути, чтобы ее можно было из любого места, значит, вызывать. Все, в интернете есть достаточно подробный мануал, я на этом останавливаться не буду. И синхронизацию я там затронул, она достаточно хорошая синхронизация, она в целом соответствует стандарту, в кавычках, тому, который существует. То бишь, если мы возьмем и откроем для Windows, например, какой-нибудь видеоплеер, то синхронизация в этом плеере будет ничем не хуже той синхронизации, которая используется в профессиональных плеерах видео для операционной системы Windows. Здесь, на этой схемке, ребят, нету пинов, которые у нас отвечают за взаимодействие с I2S модулем. Почему их нет, я рассказывал в видео, в котором представлял драйвер для аудио ЦАПа P75102. Все дело в том, что вот эта среда у нас разработки STM32Cube IDE не позволяет инициализировать I2S применительно к библиотеке LowLayer. То есть сама библиотека LowLayer работает со всей периферии, но I2S почему-то разработчики не сделали инициализацию, STM32Cube IDE, я имею в виду, разработчики не сделали возможную инициализацию I2S. И нам приходится ручками ее прописывать самим. Ничего в этом сложного нет. Как это все сделать, есть видео у меня на канале. Кому интересно, посмотрите. Кто не видел, я имею в виду. И вот такие вот особенности. То есть, поэтому здесь этих выводов, пинов нету. А все остальное здесь есть. Дисплей абсолютно той же самой настройки, все те же, которые в подключении дисплея использовались. Есть видео на канале. Вот. SD-шка, SD-карты, читалка здесь реализована тоже по ранее существующему на канале видео, посмотрите. И новое здесь у нас подключение энкодера, да. Вот здесь выход энкодера AB, соответственно, и C в данном случае кнопка, вот он есть. Все входы, ребят, вот эти вот, если мы сейчас откроем GPU, может быть, я повторюсь в очередной раз, настраиваются у нас с подтяжкой по питанию, во-первых, все выходы энкодера, и мы их настраиваем с внешним прерыванием по обеим фронтам, то есть forward, rising, falling, да, видите, вот здесь триггер. Срабатывает будет прерывание у нас по обеим фронтам. Приоритет какие прерывания, сейчас покажу все. Вот. Энкодеру мы даем высший приоритет над потоками остальными, ребят. Для чего это делается? Для того, чтобы нам надо быстро, в данном случае, обрабатывать события. Чтобы не ушли у нас сигналы спинов. То есть тот же самый дребезг и прочее помешает нам своевременно отследить. То есть мы должны быть быстрее дребезга и моментально прервать основную программу, чтобы обработать прерывание от энкодера. Такая схема, ребята, с внешним прерыванием, без использования таймера, позволяет менее нагружать процессор, наше ядро.
Потому что мы вызываем прерывание и прерываем основную программу только тогда, когда нам это необходимо. А именно в тот момент, когда произошло событие от энкодера. В случае же с таймером и прерываниями от таймера, то есть когда мы циклически с некоторой частотой, например, 100 раз, точнее, в секунду, допустим, мы будем опрашивать. Во-первых, мы можем проморгать какое-то событие, используя таймер. Все равно мы можем все-таки проморгать это событие. А вот в случае с прерываниями, которые по максимальному приоритету будут установлены над другими событиями программы нашей, мы эти прерывания не проморгаем, скорее всего, события, более точно их обработаем. И менее, повторюсь, нагрузим наше ядро, так как вызывать их будем только тогда, когда это событие происходит. Повторюсь в очередной раз, в случае с таймером же мы циклически должны постоянно вертеть, крутить с заданной периодичностью какой-то блок. То есть мы нагружаем все равно ядро. Хоть и тратит оно быстро, допустим, у вас оно выполняется, но все равно цикличность это 100 раз в секунду, а где-то 200 требуется раз в секунду, а где-то еще больше требуется вызывать эти прерывания. Не прерывания, а анализ состояния кнопок тех же самых. Все-таки это накладывает отпечаток на производительность общую. Поэтому в данном случае я именно такой подход применил, что мы работаем только с внешними прерываниями. И энкодер он всего лишь у нас здесь в данном проекте один. Ничего страшного, что мы там линии прерывания используем. Для чего-то они все-таки нужны. Что, если у нас есть возможность использовать внешние прерывания, их, ребят, надо использовать. Почему бы их не использовать? Итак, сейчас по традиции к испытательному в кавычках стенду. Там мы с вами окончательно рассмотрим макетку. Что применялись, какие компоненты. Вот наш испытательный стенд, да? Что мы здесь видим? Видим здесь у нас дисплей. Размерность его 320 на 240. На контроллере 9341. Неважно, какой дисплей, я имею в виду на каком контроллере. Можно, в принципе, и для другого разрешения написать этот проект. Некоторые функции этого проекта работать будут и с другими разрешениями. Там я немножечко, может быть, автоматики где делал. Но сам декодер, он привязан у нас к контроллеру этого дисплея. Я имею в виду, к разрешению привязано. И чтобы сделать для другого дисплея с другим разрешением, некоторые придется все-таки изменения вносить. Так, дальше. Что здесь у нас? Дальше у нас аудио-ЦАП. Используется PCM5102. Все, о чем я, ребят, говорю, ссылки сделаю в описании. Кто захочет повторить, закажете на AliExpress. В принципе, цены пока еще не космические. Здесь у нас, вот я сейчас в данном случае показываю, это у нас модуль для чтения SD-карт. Дешманский модуль, качество так себе, но у меня уже довольно-таки давно работает. Вот. Здесь также, естественно, центральное звено у нас. Это отладочная плата вот, на базе микроконтроллера STM32F401. Может быть 411, здесь CCU6, может быть там CDU6. В принципе, все будет так же работать, без каких-либо изменений. Вообще, код и на более серьезных будет микроконтроллерах работать. Адаптировать его всегда можно, ничего в этом сложного нет. Это, ребята, у нас энкодер идет обычный. Заказывают их на AliExpress, приходит вот в таком пакете, 5 штук, как правило, они там по 5 штук идут, не по одному. Вот. Ручки к ним отдельно можно заказать, в данном случае черные, а там могут быть и цветные, и хром, какие только захотите. Вот. Качество так себе, честно скажу, энкодеров, но за такую цену, сейчас не помню, сколько они стоят, я их покупал. Для выходов АБ энкодера я использую керамические вот такие, ребят, конденсаторы. Здесь у меня в данном случае емкость 22 нанофарада, это 22 тысячных микрофарада для, скажем так, предварительного фильтрования дребезга. Но, честно скажу, их убрать ничего не изменится особо. Вот. Потому что специфический алгоритм используется, там увидите в программе, в принципе, довольно-таки хорошо фильтруется все это. И события, скорее всего, левые он не пропустит. Но конденсаторы не помешают. Здесь на кнопке я конденсатор ставил, потом убрал. Вот. В принципе, он тут не обязателен, потому что алгоритм специфичный тоже.
Увидите вы там, как это все работает. Описание есть в комментариях, то бишь здесь необходимости в конденсаторах нет никакой. Никаких триггеров Шмидта здесь также не используется. Вот. Дальше, что здесь еще есть-то? Ну, блокировочные конденсаторы, ребята, поставил. Вот. В данном случае вот этот конденсатор у нас фильтрующий идет, чтобы дисплей не моргал. Здесь вот этот блокировочный конденсатор, ребят, стоит для флешки. Она здорово так себе потребляет. Здесь в параллельке у меня стоял конденсатор, сейчас я его убрал. Фильтрующий дополнительно. Здесь вот тоже, видите, да, на этот фильтрующий, блокировочный, точнее, конденсатор стоит для дисплейчика. Он в параллель у нас электролитическому вот этому стоит. Все это довольно-таки эффективно борется с помехами, позволяет. Ну, это можно, в принципе, все это убрать, но если будете делать конечное устройство, то вот эти все цепи, конечно, блокировочные конденсаторы, фильтрующие конденсаторы, их необходимо предусматривать. Вот, все-таки просто я их добавил здесь на макетку, а так, ну, для полноты картины, скажем так. Так, ребят, часто возникают вопросы с непропаем и плохим контактом. Вот люди повторяют устройство, да, когда, и бывает там что-то не так работает, что-то неправильно. Обычно, я вам честно скажу, с чем это может быть связано. Может быть связано с окислами, с плохим контактом. Вот эти макетки, они так себе качество у них, честно скажу, и провода. Но то, что имеем, с тем, как говорится, и работаем. Бывают просто проблемы, ребят, сразу говорю, вот провод может быть вот здесь вот не контачить, например. Вы будете отлавливать программный глюк, мозги себе все просверлите, но так и не дойдете до того момента. Я как обычно определяю, берешь пинцет там, допустим, и пошатываешь контакт, хоп, и сразу глюк выскакивает, ребят. Обычно вот эти глюки выскакивают с SD-карточками. SD-карточки, они на такие глюки вообще здорово откликаются. Начинается зависание, не поймешь, в каком месте проблема. Поэтому следите за проводами, за качеством контактов. Вот. Вот, в принципе, и все, наверное, ребят. Вот такой вот был проект интересный видеоплеера. Как и обещал, я свое обещание сдержал. Все-таки дописал, так сказать, его. В открытый доступ его предоставил. Вот. Поэтому теперь, ребят, дело за вами. Вы должны, естественно, как честный человек, грубо говоря, поставить лайк. Кто не подписан на канал, а кому это видео зашло, можете подписаться на этот канал. Для меня, повторюсь в очередной раз, лучшая награда — это ваша реакция. Вот, поэтому ставьте лайки, не жалейте лайков. Итак, ребят, спасибо всем тем, кто досмотрел. Всем удачи, хорошего настроения. Повторяйте проект. Проект интересный, в принципе. Усовершенствуйте его, пожалуйста. Но не забывайте, если будете распространять, указать, естественно, автора первоначального. Как это делаю я всегда. Вы видите в моем коде, ребят, всегда есть ссылки и указания на первоисточник. Всем пока, до новых встреч в новых видео. Новое видео у нас будет все-таки про ассемблер. Я хотел его выпустить раньше, этого видео, но, ребят, затянул я что-то с этим видео, поэтому решил все-таки сначала выпустить видео про видеоплеер, а затем уже видео про ассемблер. Итак, пока, до новых встреч в новых видео. Удачи вам, ребят!